Итак, нам понадобится трикотажная пряжа стандартной толщины, крючок номер 8, крючок потоньше для того, чтобы прятать кончики, либо можно использовать для этого трикотажную иглу, что намного удобнее. Но если трикотажной иглы нет, я покажу, как спрятать кончики с помощью крючка. И, конечно, ножницы. Давайте начнем. Делаем кольцо амигуруми. Кладем нитку вот таким образом на руку, оборачиваем ее, перекрещиваем. Заводим крючок в кольцо, захватываем нитку и провязываем петлю. Дальше начинаем провязывать в кольцо столбики без накида. Заводим крючок в кольцо, захватываем нитку, вытягиваем, захватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петельки на крючке. Это мы провязали первый столбик. И таких нам еще нужно провязать 5 штук. Четыре, 5 и 6. То есть всего у нас получается 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо. Тянем сильно, но аккуратно, потому что нитка может порваться. И сейчас будем кольцо соединять. Вытягиваем нитку, заводим крючок под первую петлю, под первый столбик с изнанки, вот таким образом. Захватываем петлю и вытягиваем ее на изнанку. Дальше петлю накидываем на круг вот таким образом. То есть круг пропускаем в петлю. Вот так. Пропустили. У нас образовалась вот такая петля. Дальше важный момент. Сначала тянем нитку, которая идет от мотка. Затягиваем ее. И вот эта петелька, которая у нас затягивается, должна остаться вот здесь. То есть, если вы сильно потянете, она убежит вот сюда, эта петелька. Она должна остаться здесь, вот с этой стороны. И теперь снова тянем нитку, которая идет от мотка, и затягиваем петельку. И вот мы соединили наш круг. У вас должно быть в первом ряду 6 столбиков без накида. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно. Во втором ряду каждый столбик предыдущего ряда мы должны удвоить. То есть в каждый столбик мы будем провязывать по 2 столбика без накида. Заводим крючок в первый столбик. Так как мы будем вязать узором галочки, мы должны вводить крючок не под вот эти вот 2 верхние петли у столбика, как обычно мы это делаем при вязании столбиков без накида, а в галочку. Вот здесь такие вот галочки у нас получаются. И вот сюда мы должны вводить крючок. А с обратной стороны крючок должен выйти также между 2 петелек, вот здесь вот, под перемычкой. Сейчас я наглядно это покажу. Находим первый столбик. Вот видите, крючок я вставляю здесь между 2 ниточками, и он выходит у меня также между 2 ниточками под перемычкой. Захватываю нитку, вытягиваю
и делаю первую петлю. Мы перешли на второй ряд. Здесь мы будем каждую петлю удваивать, как я уже сказала. Но первую петельку мы оставляем одиночную. Потом мы, когда довяжем до конца, мы ее также удвоим. Итак, идем в следующую петельку и провязываем 2 столбика без накида. То есть делаем прибавку. 1, 2. Дальше снова в галочку вставляем крючок. Здесь крючок выходит у нас между двумя ниточками и под перемычкой. Также провязываем 2 столбика без накида. Еще 2 столбика. То есть уже во втором ряду у нас получится 12 столбиков без накида. Итак, удваиваем последний столбик. И здесь у нас был 1 столбик, мы провязывали. Мы его сейчас провяжем еще раз. Для того, чтобы он у нас тоже удвоился. Все, второй ряд мы провязали. И сейчас будем снова делать соединение. Вытягиваем петлю. Заводим крючок с обратной стороны. Накидываем петлю на крючок. Протягиваем наизнанку. Оборачиваем петлю через круг. Затягиваем сначала нитку, которая у нас идет от мотка, и потом снова тянем ее в обратную сторону. Вот мы соединили второй ряд. Вот так. Во втором ряду у нас получилось 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы будем удваивать петли через одну, чередуя прибавку с одиночной петлей. Итак, провязываем первый столбик. И таким образом переходим на третий ряд. Дальше провязываем прибавку. Одиночную петлю. Снова прибавку. Одиночную петлю. Прибавку. Одиночную петельку. Еще одну прибавку. Одиночную. Дальше у нас идет прибавка. Одиночная петелька. И в последнюю петлю провязываем прибавку. Третий ряд довязали и снова соединяем.
Закончили третий ряд. Дальше переходим на четвертый ряд. В четвертом ряду мы будем чередовать прибавку с двумя одиночными петлями. Делаем первую петлю. Дальше провязываем прибавку. Два одиночных столбика без накида. То есть в этом в четвертом ряду мы чередуем прибавку с двумя одиночными столбиками без накида. Дальше снова прибавка. Два одиночных столбика. Опять прибавка. Два одиночных столбика. Снова прибавка. Два одиночных. Довязываем этот ряд до конца. В конце у нас прибавка, и заканчивается этот ряд одной одиночной петлей, потому что в начале мы тоже одна одиночная петля у нас уже была. И снова ряд соединяем. Затянули и затягиваем в другую сторону. Провязали 4 ряда. Снова делаем первую петлю для перехода на следующий ряд. В пятом ряду мы будем чередовать прибавку с тремя одиночными столбиками без накида. Сначала провязываем прибавку. Дальше 3 одиночных столбика. Снова прибавка. Три одиночных. Опять прибавка. И так далее. Довязываем этот ряд до конца. Довязали пятый ряд. Еще один совет. Если у вас получается не круг, а шестиугольник с углами, старайтесь прибавки делать в шахматном порядке. То есть не делать их друг над другом. Тогда у вас получится ровный круг.